Уборщик Артур Моррис всегда приходил в офис одним из первых. Его рабочий день начинался тогда, когда коридоры корпорации еще пустовали, а в неоновых лампах отражались только звуки его шагов и шелест метлы. Для большинства сотрудников он был незаметной тенью, частью интерьера, к которой привыкли и которую не замечали. Но для его дочери Лилиан он был человеком, достойным уважения, тем, кто не боялся труда и нес на своих плечах заботу о семье. В тот день она спешила к нему с маленькой коробкой в руках. В ланчбоксе лежал обед, который отец забыл на кухонном столе. Лилиан вошла в сверкающее здание, в котором все казалось сделанным для демонстрации богатства. Стеклянные стены, хромированные лестницы, гулкие холлы. Девочка чувствовала себя чужой в этом мире костюмов и туфель на высоких каблуках, но уверенно направилась к кабинету отца. Однако ее путь пересек генеральный директор компании Грегори Уилсон. Он заметил ее простую одежду, коробку в руках и нахмурился, как будто появление ребенка из другого социального слоя оскорбляло его представление о порядке. Взгляд его был холоден, и, не дав Лилиан объясниться, он унизил ее при десятках сотрудников, сделав из нее посмешище. Его резкие слова обожгли ее сердце сильнее, чем холод стеклянных стен, и он выгнал ее за дверь, оставив отца в отчаянии и унижении. На следующий день в воздухе над зданием компании раздался рев двигателей частного вертолета. На посадочной площадке появился человек, имя которого знали по всему миру – миллиардер Себастьян Моррис. Для одних он был символом удачи и гениального предпринимательства, для других – воплощением власти и богатства. Но для Лилиан он был дядей, единственным братом ее отца, с которым судьба развела их по разным дорогам. Себастьян вошел в здание так, будто оно уже принадлежало ему. Сотрудники замерли в коридорах, а Грегори Уилсон потерял уверенность, едва увидел в его руках папку с документами. На глазах у всех Себастьян обвинил директора в жестокости и презрении к тем, кто работал на благо компании. Бумаги, которые он показал, были холодным и неоспоримым фактом. Контрольный пакет акций компании теперь принадлежал ему. Мгновенно изменилось все. Власть Уилсона, еще вчера казавшаяся непоколебимой, рассыпалась в прах. Люди, которые привыкли бояться его сурового взгляда, теперь смотрели на него с безразличием. А в центре внимания оказалась Лилиан. Ее имя стали произносить с уважением, а история о том, как девочка стала символом перемен, разлетелась по этажам быстрее любого приказа. Компания начала новую жизнь. В кабинетах впервые за долгое время заговорили о достоинстве, человечности и взаимном уважении. Артур Моррис продолжал убирать те же коридоры, но теперь каждый сотрудник здоровался с ним как с человеком, без которого не было бы нового начала. А Лилиан, еще недавно изгнанная и униженная, стала живым напоминанием о том, что истинная сила не в высоких потолках и стеклянных башнях, а в умении ценить других. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.